цены на недвижку в России видели? Купить однушку – это более сказочный сценарий, чем релокация в открытый мир третьего Ведьмака. Так что, давайте релоцируемся, что ли? Разработчики из CD Projekt Red создали в «Дикой охоте» настоящий живой мир, наполненный множеством деталей, отсылок, квестов и открытых домов. А вы когда-нибудь приглядывались к ним? Задумывались, насколько хорошо продумали жилье в деревнях и селах? Каково вообще быть не спасающим целые миры белым волком, а простым паном-бздашиком, который в разгар политических дрязг между Нильфгардом и королевствами Севера смог наскрести денег только на халупу в Велине? Знаем, что не думали. Так что мы подумали за вас и составили рейтинг доступного веленского жилья. Хотите послушать такое же про Новиград или Скеллиге? Пишите в комменты. А пока вы пишете, мы по-человечески поздороваемся. Сценарий этого видео написала Солонгой. Озвучил его я, Никита Анисимов. Да, нас с Хайвером теперь тут двое. А смонтировал все Влад Крампс. Вы на канале FunPay, не только торговой площадки для геймеров, но и консультантов по вымышленной недвижимости. И мы начинаем. Оценивать жилье будем по 4 критериям. Домашний уют, обстановка дома внутри, мебель и общий комфорт. Инфраструктура, что есть вокруг, куда сходить, где поработать и как развлечься. Шансы дожить до старости. Есть ли поблизости гнезда чудовищ, разбойники, военные кордоны. И красотища, то есть эстетика окружения. По каждому из параметров мы будем ставить оценку от 1 до 5, а затем выведем из них среднее число. Оно и будет общей оценкой объекта недвижимости. Все строго по стандартам древнейшей школы риэлторов. Еворник. Начнем поиск идеального жилья с деревни Еворник, в которой Геральт и оказывается сразу после возвращения из Визимы. Деревенька, пусть и одна из самых больших в регионе, но, прямо скажу, не фонтан. Часть домов разбита в труху, кто-то постоянно рыдает на ухо. Разместиться ни в одном из этой горстки домишек с королевским комфортом не получится. Открыты для посещения всего несколько из них. Крохотные сарайчики без удобств. То есть вообще, там ни помыть руки, ни сходить в туалет, ни белье выстирать негде. Радует только сразу 2 койко-места. Один из домов ужасно неуютный, зато с печью, а второй помилее, но стоит на отшибе и печи не имеет. Такие варианты могут подойти или живущему бобылем солдату, который в дом заходит только поспать, или немилосердной матери, которая укладывает чадо прямо у порога. Самый козырный и крупный дом в деревне, который нас интересует, очевидно, принадлежит какой-то важной шишке. Он куда просторнее всех жилищ вокруг и состоит из 3 комнат. Большой кухни-прихожей, спального закутка, коридорчика и таинственно наглухо запертой комнатушки. Мы заглянули в ее окно снаружи и выяснили, что она пустая, так что хорошая новость. Ее можно будет обставить по своему вкусу. Например, наконец-то собрать тот самый шкаф из Икеи, о котором вы мечтали всю свою жизнь. Главное – пригласить для этого дела человека с высшим плотницким образованием и дождаться открытия веленского филиала. В доме имеются 3 спальных места, 2 брошенных на пол матраса и комфортабельная деревянная лавка. Достаточно мест для хранения, а благодаря земляному полу можно будет не беспокоиться о его чистоте. Готовить без печи и пережить темерские холода без нее же здесь будет тяжеловато. Зато дом уже не похож на загон для свиней, а из окна не видно дерева висельников. Вот такие у нас низкие требования для деревни Еворник. На кухне есть шкафы, полки и место для готовки. В конце коридора бадья для умывания, а за столом для трапезы без проблем разместятся 3. Дом находится у главной дороги, и в нескольких метрах от него соединяются в 1-2 тракта. Ночью может быть шумновато, зато до полей, которые можно возделать, всего пара шагов. На заднем дворе есть несколько сельхозпостроек и курятник, который, если добыть для него куриц, тоже может стать источником пропитания. Рядом с полями шатаются
шатаются свора бродячих собак, а чуть дальше по тракту, возле ближайшего источника воды, помимо лужи в низине, поселилась семья утопцев. Не самые приятные соседи, зато громко слушать музыку посреди ночи они точно не станут. Но даже так, Яворник за них получает минус балл риэлторской привлекательности. Из достопримечательностей в пешей доступности от Яворника есть маленькое, но симпатичное капище. Серьезно, вы посмотрите на эту резьбу по камню. И, собственно, само дерево висельников. Особенно прекрасны виды там на закате. А для тех, кто недолюбливает порталы, тут есть еще и путевой знак. Но если вы по паспорту не Геральт, то быстрое перемещение может и не сработать. Единственная во всем Велине корчма на распутье находится в пешей доступности от Яворника. И пусть на пути к ней может прилететь от утопцев, собак и наемников, зато плюс одна причина наконец начать бегать по утрам. Не спорта ради, а здоровья для. Времена нынче такие. Подводя итог, трехкомнатный дом в деревне Яворник в целом надежный старт для тех, кто не боится спать под лай собак и крики утопцев. На печь или теплую одежду к зиме придется разориться. А теперь к подробной оценке. Домашний уют. 2 висельника из 5. 3 комнаты, матрасы и лавка. Почти королевские по местным меркам условия. Если не считать, что печь отсутствует и умывальник – это бадья в конце коридора. Инфраструктура. 3 висельника из 5. Дорога больше похожа на полосу препятствий, зато ведет она к корчме. Ничего больше в округе нет, кроме перспектив умереть от тоски. Шансы дожить до старости. 2 висельника из 5. Бродячие собаки, утопцы у воды. Красотища. 4 висельника из 5. Капища, роскошные закаты и живописные повешенные. Романтика в чистом виде. Итоговая оценка – 3 висельника из 5. Яворник – идеальное место для миллениала, уставшего от ипотеки и мечтающего о жизни в стиле эко. Глинник. Южнее Вронец, на берегу озера, можно приметить среди листвы деревеньку Глинник, в которую заглянем только одним глазком. Занятий в этой глуши не очень много. Можно ловить рыбу, можно возделывать небольшое поле или просто сидеть и смотреть на воду, думая о тщетности бытия. А вариантов-то больше и не будет. Впрочем, в Глиннике вообще мало чего есть. В мебели, вот, например, в домах никакой, зато с избытком различного ссора и растопки. С интерьерами здесь тоже беда. Это буквально минимализм, доведенный до абсолюта. Чистейший аграрный стиль. Так что если вы не любитель ремонта, который начнется завтра, а не закончится никогда, с этой деревней у вас не срастется. Из кодекса можно узнать о том, что на Билетейн в Глиннике каждый год собирают большой пир с песнями и танцами. На праздник съезжаются жители всех окрестных деревень, а молодежь отправляется искать цветки папоротника и находить любовь на всю жизнь. Этакое однодневное нашествие прямо у вашей околицы, а потом новые 364 дня замогильного спокойствия. Весь остальной год в Глиннике не происходит решительно ничего. Подойдет такое житие лишь настоящим веленцам. Это идеальное место для пенсии. Соседей мало, дома полностью пустые, а вокруг ни души. Даже монстры от скуки сбежали в соседний лесок, что скорее плюс, чем минус. Домашний уют. 2 рыбы из 5. Тишина, покой и вид на озеро. Идеально для философских дум о вечном, но глушь это кошмарная, а спать не на чем. И инфраструктура. 2 рыбы из 5. Все, что есть в округе – поле до озера. Работать больше негде, заняться больше нечем. Шансы дожить до старости. 4 рыбы из 5. Вокруг просто никого нет. Вообще. Убивать, насиловать или жрать вас некому. Красотища. 4 рыбы из 5. Пасторальную идиллию с озером и закатом омрачает только то, что она находится в Велине. Глинник – рай для интровертов, пенсионеров и романтиков, которые хотят целиком погрузиться в жизнь за 3-м транспортным кольцом. Общая оценка – 3 рыбы из 5. Сворки. Сворки – это деревня свободных земледельцев, которые любят место, на котором живут, и не ленятся расписывать дома красными цветами.
Уютное и живописное местечко, расположенное на холме, у подножья которого стоит мельница. До воды здесь далеко гулять не придется. В центре деревни стоит колодец с журавлем. Для горожан поясню, это такой механизм, чтобы воду поднимать проще было. Пропитание обеспечат местные жирные свинки. У текущей неподалеку реки можно вдоволь нарыбачиться. А вот места для полей тут не нашлось. Веганам и вегетарианцам жить тут будет трудновато. Местечко приятное, в стороне от основной линии фронта, но и не совсем в глуши. Корчмы рядышком нет, как и любых других признаков цивилизации. Но и Сворки не место для городских гуляк. Даже наоборот, здесь вам делать нечего, если вы не любите животинок, их запахи, звуки и постоянное их присутствие в вашем доме. Дело в том, что в деревне Сворки Геральт может начать задание «Золото дураков», в котором узнает о том, что местные жители похитили золото из найденного в лесу святилища, и все превратились в свиней. Но поскольку мы тут жить собираемся, а не ведьмачьим ремеслом промышлять, из такой ситуации можно извлечь как преимущества, так и недостатки. Преимущество – арендная плата здесь составит пару редек в день. Недостатки – грязно, громко, одиноко. Но если судьба свинопаса вас не пугает, давайте остановимся на вот этом домике. Он находится на самой вершине холма, и в нем, в отличие от всех остальных, свиней нет. Зато есть удобный для готовки котелок, большой обеденный стол, за который можно созвать всю деревню. Может, даже в качестве блюд. Печь для тепла, 2 удобные кровати, шикарный ковер, белые стены, полно мест для хранения и много свободного места для танцев, коллекции карт для гвинта или, скажем, стада свиней. Это дом-студия, в котором нет разделения на комнаты и зоны, так что комфортная жизнь в нем завяжется у 1 или 2 жителей, которые ценят спокойствие. Домашний уют. 4 свинки из 5. Просторный, светлый, с печью, ковром и кучей места для розовых соседей. Инфраструктура. 3 свинки из 5. Колодец и река в наличии. На этом все. Шансы дожить до старости. 3 свинки из 5. Разбойники не шастают, но стадо превращенных в свиней людей может угрожать психическому здоровью. Красотища! 5 свинок из 5. Цветные домики, мельница, холм. Хоть прямо сейчас на открытку. Общая оценка – 3,5 свинки из 5. Сворки – идеальное место для тех, кто устал от общества людей и готов к апгрейду – вступить в свиное сообщество. Это уникальный шанс начать жизнь с чистого листа, в которой тебя будут ценить не за статус, образование и зарплату, а за то, сколько яблок ты готов отдать на благо окружающих. В целом, неожиданно перспективный вариант для любителей животных и обладателей большой семьи. В общем, свинья – отличная тема. Еще один вариант для любителей сельской тишины можно найти на берегу у Сворок. Ну, тут тоже не без нюансов, конечно. А что поделать, если велен один сплошной нюанс? Перед заездом в эту большую хижину с 3 комнатами точно стоит вызвать клининга или судмедэксперта, а лучше вместе, чтобы убрать тела и очистить со стен кровь. А потом где-нибудь еще отрыть батюшку и экзорциста. А вот потом можно от души насладиться просторными комнатами, теплой печью и кухней, целой домашней библиотекой и уютной спальней. Если в доме станет скучно, всегда можно взять любимый спиннинг, выйти к причалу и поплавать на личной лодочке по притоку Понтера. Это если вас не пугают комары с утопцами и разбойники, засевшие на востоке, конечно. Домашний уют. 4 утопца из 5. Просторно, тепло, библиотека и даже лодочка прилагается. Почти что веленский люкс. Инфраструктура. 2 утопца из 5. Рыбалка спасет, но даже за минимальными благами цивилизации будьте добры через Понтер вплавь. Шансы дожить до старости. 2 утопца из 5. Соседи так себе, шумные и кровожадные. Красотища! 4 утопца из 5. Река, причал, закаты. Вы буквально утонете в этой атмосфере. По итогу ставим домику 3 утопца из 5. Штейгеры и юг Велена.
На юге, проехав несколько деревень, занятых бандитами, каннибалами и бандитами-каннибалами, можно найти заброшенную деревню Стежки, которая была бы вполне уютным местом, если бы ее не заполнили гули и не висела над ней какая-то тайна. При попадании туда Геральт автоматически принимает задание «Тайна деревни Стежки», а мы тут вообще-то посреди военных дней ищем островок спокойствия. В южной части региона можно найти еще много таких покинутых мест. Например, Новый Могильник. В соседей обстановочка так себе, так что двигаемся дальше на восток в поисках перспектив получше. Чем южнее, тем более гиблыми становятся места. Глухими дороги, дремучими леса. Кривоуховы топи за окном тоже не способствуют ни душевному здоровью, ни физическому. В общем, если вы искали место для уединенного ретрита, это не оно. Оно для того, чтобы ваши кости нашли лет так через 100. Хорошо устроиться здесь можно только под крылышком у хозяек леса, прямо в деревне Штейгеры, которая со стороны выглядит очень даже уютно и симпатично. Крестьяне гоняют скот, купец торгует с прилавка, а детки резвятся в траве. И есть здесь чудесный домик, прямо-таки созданный для семьи с дитятком. Немного неопрятный, да это дело при жизни счастливой, поправимое. Тут и печь есть, и ковры, и шкафчиков множество, и стол обеденный, и бадья для помывки. И даже конь игрушечный для ребенка. Во второй комнате стоит станок для пряжи. Улечься можно прямо на уютную соломку, а в окошко смотреть на прекрасные виды на болото. Без иронии, в солнечную погоду и сама деревня, и укрывшийся туманом болото выглядят очень даже ничего. В окрестных лесах бродит медведь, ниже по склону Аль-Гуль, а весь склон вплоть до самых болот украшен заброшенными халупами, которые теперь могут пойти на дрова. Не забываем про осознанное потребление. Карта мира подсказывает, что до войны жители деревни славились плетением кружев и художественной ковкой. Так что если вы достаточно рукастый и совсем не против прислуживать таинственным хозяйкам, живя посреди леса задарма, то добро пожаловать. Сломаем немного четвертую стену. Мы все помним, что с жителями деревни может случиться после определенных решений Геральта. Как говорят у нас в Велине, меньше думать, меньше грустный. Просто наслаждайтесь видами и не задавайте лишних вопросов. Ваша арендодательница этого не любит. Домашний уют. 4 ведьмы из 5. Тепло, комфортно и семейно, если сильно не задумываться о том, что вы находитесь посреди проклятых болот. Инфраструктура. 2 ведьмы из 5. Купец есть, а вот выбор среди доставок скромненький. Шансы дожить до старости. 2 ведьмы из 5. В округе водятся медведи и Аль-Гуль, а вот от хозяек можно ожидать чего угодно. Красотища. 4 ведьмы из 5. В ясный день за окном правда красиво, а сама деревня очень уютная. Общая оценка 3 ведьмы из 5. Подойдет для тех, кто ищет не просто дом, а уникальный спиритический опыт с полным погружением. На юго-востоке Велина, всего в пару минутах езды от гигантского лагеря нильфов, стоит на горе, ощетинившись редким чистоколом, село Беньковое. Ну и прямо скажем, как они тут живут, неясно. В деревне есть несколько домов, ни в одном из которых не нашлось не то что кровати, а даже нормально залатанной крыши. Кухня общая, вынесена на улицу. Белье они, очевидно, стирают под дождем, работают на хлипкой мельнице, а в свободные вечера затачивают столбы в чистокол. Беньковое в целом больше похоже не на село, а на сходку экстремальных дауншифтеров. Не советуем место для жизни. Если попытаться выбраться из этой глуши, то на подъезде к мосту Оксенфурт можно обнаружить деревню Дебря, которую заняли риданские солдаты. Из-за пешей близости к большому городу здесь могло бы быть богатое поселение, в котором жители катаются как сыр в масле, но получилось то, что получилось. Дебря выглядит уныло и неуютно. На подъезде, как елочные игрушки, развешаны на столбах мертвецы. Внутри крестьяне Внутри крестьяне спят в повалку в маленьких домах. Военнопленные вовсе брошены на улице, а самое большое здание и украсили щитом с риданским флагом и превратили в казарму. Зато если вас пустят в нее пожить, то не иначе. Судьба вам улыбнулась. Внутри убранство шикарное, особенно если сравнивать со всем, что мы видели раньше. На полу расстелены бордовые ковры, на стол накрыта богатая трапеза. Здесь просто куча оружия и доспехов, припасов и сразу несколько коек.
Как место временного размещения для солдат, этот дом, пожалуй, лучшее, что можно найти. Обычному крестьянину же здесь делать нечего. За чистоколом деревни стоит огромный лагерь, пост перекрыт, а в сам Оксенфурт с его благами не пускают. Без бумажки ты какашка. Этот вариант отметаем. 1 риданский стражник из 5. Большие сучья. В какой-то момент сюжет приведет Геральта в деревню Вересковку. Но, пожалуй, рынок недвижимости в уничтоженной дикой охоте деревне даже не стоит рассматривать. Вон из списка. Зато неподалеку спряталось в лесах небольшое поселение Большие Сучья. В нем есть несколько симпатичных домиков, но абсолютный фаворит среди них один. Домик стоит в центре деревни, прямо напротив колодца, а значит, бродить до реки, которая, кстати, совсем не близко, рискуя встретиться с местной фауной, не придется. Внутри домика 2 комнаты. Первая – прихожая кухня с земляным полом, местами для хранения и готовки. Вторая комната обставлена куда уютнее. На землю в ней покидали доски, имитируя ламинат. Местные умельцы явно слышали об экологичном ремонте. В углу примостился круглый обеденный столик, на котором можно найти несколько интересных карт для Гвинта. У стены стоит настоящая кровать. Поверьте бывалому риэлтору Ведьмаленда, в такой глуши это настоящее сокровище. Матрас для нелюбимых гостей тоже присутствует. Расположился прямо рядом с красивым трюмо. Комнату делит на 2 части настоящая, роскошная ширма. За ней стоит вторая кровать, попроще, с мертвой крысой в комплекте. Что ж, значит, с животными сюда точно можно. Работы в Больших Сучьях достаточно. Здесь есть и кузнец, которому можно устроиться подмастерьем, и процветает плотницкое дело. В честь сложенных штабелей дров деревня и получила свое название. И поля свои имеются, и рыбалкой можно прожить, оформив самозанятость и толкая рыбу местному торговцу. К тому же здесь довольно много солдат барона. Скорее всего, найдется возможность и жить тут же, и патрулировать земли рядом с домом. Места вокруг живописные. С одной стороны деревни есть небольшое озерце, со второй открывается потрясающий вид на Северное море и горы. В округе, как и везде в Велине, бродят своры собак, в окрестных лесах водятся волки, зато можно промышлять звероловством. А в неприметном домике, совсем близко с деревней, обосновались дезертиры. Зато в соседях у вас будет помимо них тот самый ворожей со своей козой-княжной. Относить ли это к плюсам или минусам, то, что до владений кровавого барона Вронец отсюда рукой подать, мы еще не решили. С одной стороны начальство рядом, с другой стороны начальство рядом. Зато до корчмы все так же при желании и достаточной подготовке все еще можно дойти пешком. Чего уже не скажешь обо всех остальных деревнях в Велине. Есть, впрочем, у деревни один значительный минус – полное отсутствие нужников. По зову природы придется в лоно этой природы и возвращаться. Да молиться матери Мелителле, чтобы вас не укусил за бочок прогуливающийся волчок. Дом в Больших Сучьях отлично подойдет домоседу-мастеровому, который живет один или с небольшой семьей, и за пределы деревни носу не сует. Место тихое, работка есть, вокруг мило. А теперь подробнее. Домашний уют – 4 княжны из 5. 2 комнаты, кровати, даже ширма и трюмо. Минус за крысу в комплекте, но плюс за карты для Гвинта и иллюзию ламината. Инфраструктура – 4 княжны из 5. Кузнец, поля, торговец, колодец. Набор для сельского счастья в наличии. Wi-Fi вот, правда, не ловит, но хоть от думскроллинга можно отдохнуть. Шансы дожить до старости – 3 княжны из 5. Волки, собаки, дезертиры скучать точно не дадут. Но рядом солдаты барона, а значит дожить до следующего рассвета более-менее реально. Красотища. 5. Коз. Коз из 5. Озеро, горы, вид на море и ворожей с княжной. Тут хоть картину пиши. Настоящий глэмпинг. Многие за такое бешеные деньги готовы отдать. Итоговая оценка – 4 княжны из 5. А крыса в подарок. Залипье.
Восточнее замка Вронницы расположилась деревня Залипье. Есть тут и поля свои, и колодец, и по велению времени даже своя сторожевая башня. Деревня довольно большая, находится в центре региона и корчму собственную имеет. Вот это эксклюзивчик подъехал. Тут есть и торговец, кузнец, и шкуры тут дубят, и поля засеивают, и от красот местного водоема захватывает дух. И даже можно прогуляться к местной достопримечательности – разрушенному мосту. Тролля под ним нет, все безопасно. Что же по сносному жилью? Велинские застройщики добавили в эту деревеньку уже много знакомых нам планировок. Тут и дом с таинственной запертой дверью, и вариант убранства с ширмами. Они сохранили все свои плюсы и минусы из предыдущих проверок, так что подробнее мы на них останавливаться не будем. Залипье можно было бы назвать элитным спальным районом, гордо стоящим среди хаоса Велина. Но есть у деревни совсем небольшой минус, который стоит учесть при выборе здесь жилья. В описании Залипья на карте мира говорится о том, что деревня не только неоднократно подвергалась военным реквизициям, но и пострадала от чумы. Да, такие дела. Общая оценка. Домашний уют 4 тролля из 5. Множество домов с проверенными планировками, но поблизости к корчме. Инфраструктура 5 троллей из 5. Корчма, кузнец, поля, колодец и даже виды на водоем. Настоящее раздолье для региона, в котором наличие хотя бы одного из этого – достижение. Здесь есть все для жизни, кроме, пожалуй, аптеки. Но кто о таком думает вообще в разгар войны? Шансы дожить до старости 3 тролля из 5. Жрать вас тут не будут, и для Велина здесь в целом безопасно, если не считать чумы. Баланс сохранен. Красотища 4 тролля из 5. Поля, башня, мост. Вокруг витает дух провинциального уюта с легким налетом конца света. Да, Залипье очень залипательное. Итак, 4 тролля из 5. Идеальный вариант для фаталистов, оптимистов и тех, кто считает, что если пережил одну пандемию, то со второй-то точно справится. Рудник и лямки. Укрытая лесами, туманной дымкой и болотами, занятая нильфами, деревня Рудник. Похвастаться хотя бы приличными интерьерами эта рыбацкая деревенька не может. Все тут живут довольно бедно, да и застройщик уже начал потихоньку повторяться с планировкой. Но шарма этому местечку добавляет то, что Рудник почти полностью стоит на деревянном помосте. Помимо приятного шелеста воды по утрам и мерного кваканья лягушек, это обеспечит вам 100% влажность. Тучи комаров и прочие радости, вроде ежегодных потопов. Идеальное место для того, чтобы завести собственную коллекцию грибка. Да, красиво, романтикам и художникам зайдет. Остальным рассматривать жилье здесь не рекомендуем. Если вы, конечно, небольшой фанат венецианского стиля, только без Венеции, бюджета и каналов. Зато с рыбной вонью и нильфгаардской руганью. Ставим деревня 2 лягушки из 5. И на заметку. Название ложь. Рудника в ней нет. Расположенную к югу от рудника деревню Лямки из выборки тоже сразу отметаем. Жить на кровавых, полуразрушенных побоищах охотников, надеемся, среди вас желающих не найдется. Вронницы. В деревеньке под стенами замка Вронницы можно посетить практически все дома. Сама деревня обнесена стенами и рвом. Если сбросить со счетов сумасбродного господина, который может заявиться на порог в любую минуту, ее можно назвать самым безопасным местом в Велине. Прямо-таки элитный ЖК «Бароновские пруды», только с рвом, чистоколом и более жесткими правилами домоуправления. Едва ли в такую защищенную деревню пускают бездельников, так что, скорее всего, вы сначала устраиваетесь на работу во Вроннице, а потом уже переезжаете за стены. И то приют в этом элитном районе, будь наш сценарист кровавым бароном, выдавал бы не полотерам и трусостирам разных сортов, а кузнецам, членам личной охраны, кухаркам, конюхам и прочим ребятам со средним специальным образованием. И тут должна быть реклама с каким-нибудь университетом. Итак, первый домик, который хотя бы приблизительно отвечает нашему представлению о прекрасном, стоит последним справа, у внутренних ворот.
Внутри он украшен и утеплен коврами. Это первый дом с подобным дизайнерским решением в Вилене, который мы встретили. Так что сразу ставим лайк от дедушки Весемира. Планировка здесь очень недурная. В традиционной кухне-прихожей оградили уютное обеденное местечко, а за стеной у него плохо освещенный чулан. Во второй части дома, не менее уютном закутке, можно найти спальню с 2 койко-местами, сундуками и еще одним ковром. Сразу бабушку и пирожки вспомнил. Небольшое, но душевное жилье для трудоголика, который спит по расписанию начальства. Ковры, сундуки и полумрак создают атмосферу уютного подвала. А отсутствие печи намекает, что согреваться придется исключительно энтузиазмом к работе. Домашний уют 3 барона из 5. Ковры и спальня на 2 радуют, но света и тепла не хватает. Инфраструктура 4 барона из 5. До замка рукой подать, но сходить все еще некуда. Шансы дожить до старости 5 баронов из 5. За 2 стенами и под охраной навредит вам разве что сам барон. Красотища! 2 барона из 5. Вокруг чистокол да грязная дорога, любоваться не на что. Итог. 3,5 кровавых барона из 5. Идеальное жилье для тех, кто любит работу 7/0, 24 часа в сутки. Еще один дом, который хочется выделить во Вронницах, находится прямо напротив главных ворот. Все в нем хорошо, и места достаточно. Огромная прихожая, просторная кухня с печью и местом для готовки, спальня с 2 чем-то похожим на кровати, интерьер сдержанный, без вычурности. В общем, типовая двушка с поправкой на средневековый колорит и общую бедность. Снаружи припаркована отличная телега. К дому приставлен курятник с 4 курочками и петушком. Бесплатный будильник. Хоть сейчас бери телегу, да едь торговать в соседнюю деревеньку. Этот дом лучше всего подойдет мужику с достатком побольше, который зарабатывает снаружи Вронец. Например, возит дрова. В целом, под замком можно найти сразу несколько неплохих вариантов. Рынок недвижимости здесь побогаче, чем во многих других местах Велена. Лишь о 2 вещах не подумал для своих крестьян господин – о колодце и нужнике. Несмотря на то, что Вронницы окружены наполненным водой рвом, спусков вниз не предусмотрено. А единственный колодец в округе находится за внутренними стенами, в саду барона. Сомневаемся, что господин милосердно каждое утро пускает в свой сад челядь для того, чтобы они набрали водички. Наша оценка. Домашний уют 4 барона из 5, печь, место для готовки и почти кровати. Почти. Тоже результат. Инфраструктура 3 барона из 5. Колодца нет. Единственное развлечение здесь – петушиные бои. Шансы дожить до старости 4 барона из 5. Дом стоит за основным забором, но зато у самых ворот. Вдруг что, и в этот дом чужаки да чудища зайдут в первую очередь. Красотища! 4 барона из 5. Сдержанно, функционально, а телега с петухом добавляет сельского шарма. Итог – 4 кровавых барона из 5. Солидный дом для тех, кто ценит стабильность, завтрак из свежих яиц и возможность дожить до пенсии. А нужники – это, видимо, боль всего Велена. Давайте просто забьем на то, что их нет. Несмотря на всю эту санитарную тоску, уют, безопасность и ковры решают. Подлесье. И вот где больше всего рекомендуем присмотреть жилье, так это в деревне Подлесье, которая будто и вовсе не в Велене находится. Так необычно видеть столько цветов и яркие домишки, а не намотанные на забор кишки и военные кордоны. Описание на карте гласит, что это одна из самых больших деревень в регионе, которую ураган войны почти не задел. Единственная проблема здесь – голод. И, как мы уже знаем, нужники. У въезда в деревню прямо возле колодца стоит, может, немного и неопрятный на вид, но зато выкрашенный в белый домик. У него и свой палисадничек есть, в котором дрова наколоть, и портки постирать место найдется, и прямо сбоку присоседился хороший возделанный огородик. Внутри убранство дома тоже не огорчает. Это уже не то убожество, что в Еворнике. Здесь явно жил человек вкуса. На полу поверх уже привычной нам притоптанной земли постелена медвежья шкура. В углу примостился обеденный стол, горит огонь в аккуратной печи. Во второй комнате есть еще один стол, за которым можно устроить рабочее место, 2 кровати да шкаф. Поставить компьютер и стримить себе на здоровье.
На арке было обнаружено очаровательное дизайнерское решение в виде цветочного узора. Одно в этом доме плохо – дверь. Она мало того, что уродливая и неаккуратная, так через нее в дом может любая погонь залезть. Но если вы готовы потратиться на замену или сами умеете мастерить из дерева, то этот минус не будет для вас проблемой. В Подлесье есть кузнец. Работу можно отыскать на полях. Возле деревни имеется небольшое озерко. До крупного водоема рукой подать. Земли вокруг безопасные. Довольно много дичи и ни одного гнезда чудовищ. Неподалеку живет колдунья Кейра Мец, которая и с хворями подсобит, и корове разродиться поможет, если не побрезгует. Практически медстраховка с магическим уклоном. Но вот с развлечениями, кроме купаний, тут будет туговато. Далеко отходить не стоит, потому что в метрах 100 от деревни уже встречаются волки и бандиты. Корчмы поблизости нет, выпить негде, так что можно только плакать да воровать сорняки. Плюс комфорт, минус вайб, как говорят у нас в Новиграде. А теперь давайте разберем этот шедевр веленской архитектуры по пунктам. Домашний уют, 4 двери из 5. Просторно, тепло, красиво, если не считать той самой входной двери, через которую в дом может зайти любой проходимец. Инфраструктура, 4 двери из 5. Есть кузнец, колодец под боком, работ хватает. Но корчмы сельскому мужику по-прежнему не хватает. Шансы дожить до старости? 4 двери из 5. Деревня спокойная и присматривает за ней Кейра Мец. Красотища. 5 дверей из 5. Ну просто хорошо тут. Что говорить-то еще? 4,5 незапиленных дверей из 5. Это отличный вариант для того, кто устал от офиса и мечтает о жизни в стиле эко, но без фанатизма и с работающим отоплением. Почти идеально, если не считать, что ваша входная дверь – это просьба ограбить вас, написанная на языке плотников. Ох-охо, и долгим это приключение было. Мы побывали в каждом уголке Велена, заглянули в каждый дом, провели тщательный анализ всей представленной в регионе недвижимости и можем сказать одно. Если вы искали идеальное место для жизни, ищите дальше. Здесь вас либо используют в ритуале, либо сожрут. Либо используют в ритуале, а потом сожрут. Это регион не для слабых духом. Идеального дома здесь не найти. Можно лишь выбрать, от какой именно опасности вы готовы отградиться своей хлипкой дверью. Но если выбирать между меньше злом и большим, мы бы поселились за забором у Кровавого Барона. А вы? Пишите в комментариях, какой дом понравился вам больше всего. А мы пока поставим итоговую оценку региона. 3 плотвы из 5. Одна застряла на крыше, одну съели, а на третьей мы, если вы захотите, поедем дальше, в Оксенфорд. Или сразу на Скеллиге. Что скажете? Если понравилось видео, ну так расскажите об этом, обсудите нас, скажите, чего нужно больше, где не докрутили, а где самый сок. И лайкайте, и подписывайтесь. Ну, вы сами тут все знаете, не маленькие уже. С вами была редакция FunPay. Спасибо за просмотр и до фан-встречи в других видео.